Возлюбленные братья и сестры, вас приветствуют служители Киевской церкви Слова истины. Наша церковь существует 2,5 года. Мы пережили начало войны, когда из Украины массово выезжали люди, и Господь сохранил нашу церковь. И несмотря на то, что из нашей церкви тоже выехали несколько семей и несколько сестер, нас сегодня, членов церкви, 50. 6 душ готовятся принять святое водное крещение вот этим летом. И в общей сложности нас посещает примерно 120 человек. Это приближенные и неверующие, которые регулярно приходят на собрание. Нас немного, но Господь благословил нашу церковь молодыми, посвященными членами церкви. Вся церковь разбита по малым группам по изучению Библии, и вот стоят братья-служителя, которые осуществляют это служение. У нас есть воскресная школа, есть подростковое служение, есть молодежное служение, а также при церкви есть библейский институт Соло Скриптура, где проходят двухлетную программу обучения 40 студентов из разных церквей Киева и Киевской области. Также наша церковь активно работает с беженцами, мы благовествуем и помогаем там гуманитарной помощью. Мы регулярно осуществляем разные миссионерские служения по Киеву и области, проводим детские лагеря для неверующих детей. При церкви также есть английский клуб, где неверующие в каждую неделю изучают библейский английский и слышат Евангелие. У нас есть спортивное служение, через которое около 30 молодых любителей волейбола слышат Евангелие еженедельно. Помимо этого, при церкви у нас есть реабилитационный центр, где через благовестие освобождаются зависимые люди от рабства греха. Мы также регулярно занимаемся благовестием и помощью с теми, кто пострадали от этой войны, и планируем открыть адаптационный центр для них, если будет у нас свое помещение. Вот при таком множестве служений мы арендуем помещение для церкви и для института, а также для репцентра несколько квартир. В последнее время мы столкнулись с тем, что не хватает места для общего собрания, для воскресной школы, и нам необходимо расшириться. Или нам надо было арендовать помещение побольше, или же искать помещение для приобретения. В связи с этим мы начали молиться и искать. Но в Киеве для такой небольшой церкви с небольшими возможностями по-человечески нереально нам что-то найти. Но мы верим в Бога, для которого нет ничего невозможного. Господь не замедлил и послал нам уникальную возможность приобрести трехэтажный дом в центральном районе города за приемлемую цену. Вот этот дом вы видите сзади нас. Господь также расположил сердце хозяина, Он сделал нам некоторые скидки, а также Он согласился выплатить ему частично всю сумму. Трехэтажный дом с подвалом, с землей стоит $260 тысяч. По киевским меркам это довольно небольшая цена. Первый этаж прекрасно подходит для собрания. На втором этаже есть несколько комнат, где можно проводить воскресную школу или иметь офисное помещение. А третий этаж идеально также подходит для библейского института. Мы своими силами собрали первый взнос $40 тысяч, плюс за услуги риэлтору 5 тысяч. И нам нужно выплатить вторую часть, 110 тысяч, через 3 месяца, а последнюю часть, еще 110 тысяч, также через 3 месяца. В общей сложности через полгода всю сумму необходимо будет выплатить.
А помимо этого, вот возле этого помещения с левой стороны есть у хозяина 5 соток земли, которые в перспективе можно будет приобрести. И с правой стороны также столько же земли с небольшим домом, который идеально подходит для нашего реабилитационного центра. Одним словом, возможности в этом месте и перспективы уникальные. Но без вашей помощи мы сами не справимся. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и финансовой поддержке ради славы нашего Господа. Если вас Господь побудит и решите нас поддержать, мы будем благодарны каждому жертвенному доллару для нас. Заранее благодарим, молитвую вас, Церковь Слова Истины.